Доброго дня суток, дорогие друзья! В этом видео мы ведем раскопки в Тульской области, деревни Безюкино. В открытых архивах по данному месту столкновений между советскими и немецкими войсками крайне мало информации, несмотря на то, что здесь были достаточно кровопролитные бои. Лишь краткие выдержки из хроники событий могут дать представление о происходящих в данной местности боях. С 27 ноября по 3 декабря 1941 года район Алексинской операции можно разделить на несколько этапов, и первый этап определялся боями за Безюкино и его окрестности. Как видно из хроники событий, основные столкновения начались с 27 ноября 1941 года. Бои развернулись почти на всем фронте 238-й дивизии. Немцы, накопив силы, рано утром 27 ноября перешли в наступление. За 2 недели сильных боев гвардейцы очень достойно показали себя на самом опасном Суходольском участке. Но при этом 288-й гвардейский стрелковый полк понес большие потери. Достаточно вспомнить трагические события 10 ноября возле деревни Большие Безюкино. В том страшном бою, который боем трудно назвать, скорее побоищем, застигнутый врасплох 3-й батальон 288-й гвардейский стрелковый полк почти целиком попал в плен. Немцы тогда в суточном оперативном донесении по 43-му армейскому корпусу сообщали: 10-11 захвачено 1000 пленных, 25 орудий, 5 противотанковых пушек, 50 штук тяжелого пехотного оружия, 7 бронемашин. Противнику нанесены тяжелые потери в живой силе. Даже если сделать поправку на обычное, свойственное военным преувеличение собственных успехов и все эти цифры разделить пополам, то все равно получится, что наши потери тогда были очень большими. В одной из книг про те времена сказано: деревня Безюкино фашисты превратили в центр укрепленного района. Части майора Дуба и майора Белогуба из 173-й стрелковой дивизии, освободив деревню Есипово и Пронина, вступили в бой за Безюкино. Ночью части майора Дуба заняли высоту на подступах к деревне. Майора Белогуба обошли противника с фланга. Объединенный удар решил дело. Не давая фашистам передышки, части дивизии продолжали наступление. Отсюда постоянно атаковали соседний укрепрайон под Спас-Конино. Еще немного информации можно почерпнуть в воспоминаниях немецких офицеров, которые передают эмоциональное представление о состоянии немецкой армии и погодных условиях, в которых приходилось воевать войскам в это время вблизи деревни Безюкино и находившихся неподалеку поселках. В своей книге «Пехота вермахта на Восточном фронте» 31-я пехотная дивизия в боях от Бреста до Москвы 41-42 года Фридрих Хосб, генерал пехоты, кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями, адъютант Гитлера, вспоминает: 27 ноября на северном фланге 43-й армейского корпуса силами 131-й пехотной дивизии был взят город Алексин. В этом успехе сыграли свою роль и части 31-й дивизии, а именно 3-й батальон 82-го полка и 12-й пехотный полк. Предпринятые в последующие 2 дня попытки прорваться к шоссе Тула-Серпухов успеха не имели. Участие в наступательных действиях 131-й пехотной дивизии было признано излишним, так как продолжительное наступление не сулило никаких успехов. Сопротивление противника на участке наступления 131-й дивизии стало слишком сильным. Теперь 31-я и 131-я дивизии перешли к обороне. В вечернем донесении командования 31-й дивизии в штаб 43-го армейского корпуса от 30 ноября говорилось, что она эшелонируется для обороны, в связи с чем 82-й пехотный полк будет выдвинут на фронт между 17-м и 12-м полками. Так получилось, что 82-й полк занял позиции в районе деревни Большие Безюкины, которую покинул всего несколько дней назад. Начиная с 27 ноября до 4 декабря генерал не упоминал о своем эмоциональном состоянии и то, в каком положении его подчиненные оказались в связи с наступившей зимой. В своей книге он пишет: во второй половине дня 4 декабря я находился в расположении 1-го батальона 17-го полка, стараясь в это тяжелое время служить солдатам, как это требуют мои духовные обязанности. Вечером часов в 10 или 11 в адский холод мы двинулись занимать исходные позиции. Состояние войск было катастрофическим. Солдаты в большинстве своем были сильно утомлены боями во время наступления на Тулу. Солдаты были обмундированы в тонкие шинели, подшлемники и имели лишь по одной паре перчаток. Несмотря на то, что поверх шинели я накинул еще и плащ, мне было так холодно, что казалось, будто я не вынесу такого мороза.
Температура воздуха упала до минус 35-40 градусов. К вечеру 5 декабря резервы 82-го полка были полностью исчерпаны. Непосредственно в боевых действиях не участвовали лишь штаб 2-го батальона и остатки 7-й роты. Эта рота понесла большие потери в результате обморожений, и ее численность сократилась до критического минимума. На толстом слое снега образовался твердый наст. Люди, лошади и повозки проваливали снег по пояс и по ступице колес соответственно. Переходы стали невозможно тяжелыми, быстрая ходьба была попросту невозможна. Нагрузки того зимнего периода стали самыми тяжелыми испытаниями для войск за всю войну. Наше поношенное обмундирование совершенно не защищало от свирепого холода. Длительное пребывание на одном месте и лежание в снегу приводили к тяжелым обморожениям. Раненые, которые их не успели подобрать и эвакуировать в укрытие, умирали от переохлаждения. Наступление при свете дня многократно увеличило бы все эти трудности и мучения, ибо наступающим войскам пришлось бы залегать в снег под корректируемым огнем русских при полной невозможности окопаться в глубоком снегу. Ранее, в 2017 году, на этом месте, группой было поднято порядка 30 бойцов. Несмотря на это, сюда будто зовет что-то, не покидает постоянное ощущение, что здесь мы еще не закончили. А если у вас есть желание присоединиться к поиску или обладаете информацией о захоронении неизвестных бойцов Второй мировой войны, то в группе ВКонтакте есть контактные данные руководителей поисковой группы, с которыми можно согласовать ваше участие в поисках или сообщить места захоронения неизвестных бойцов, желательно, конечно же, в Тульской области. А на этом прощаемся с вами. До новых встреч!